Ну что, Всем привет! всем привет! У нас сегодня третий день. Третий день на Лансароте, но это первый день такой активный, какой-то полный планов. Мы сегодня были во многих интересных местах, но самое главное это то, что мы сейчас... Остановились на парковке местного магазина. И мы купили, вот называется вот эта штука называется алиоли. Это какая-то очень популярный такой дип соус, в который можно... Чесночный, в который можно все макать, все, что можно. Но мы вот решили купить хлеб. Батон. И алиоли, хамон. И местный хамон. И мы это вот так вот все едим. Очень и вкусно. это, ребята, просто невероятно вкусно. Согласна. И потом мы поедем еще на обед. Потому что all inclusive надо отбивать. Мы сегодня были во многих красивых местах, и мы там снимали, но мы не записывали никакие разговорные части, поэтому мы решили, что можно сесть, и Сережа расскажет, где мы были сегодня, и будет красивая нарезка с кадров, которые мы сняли. Во-первых, мы посмотрели одно из самых популярных туристических мест здесь. Это Зеленое озеро. Чако-Верде. Это зеленое озеро, которое разделяется с океаном прям небольшим таким участком суши, очень красивым черным пляжем, и из-за того, какие водоросли в этой воде растут, и в целом микроорганизмы, оно очень такого яркого зеленого цвета. Но это очень интересное место, и оно выглядит просто как будто бы не с этой планеты, а ты где-то находишься в другом. И там еще по краям такие интересные формы камней, скалов, ну то есть тут везде в целом так все выглядит необычно из-за того, что это вулканический остров. Ну там особенно. Но там, да. Расскажи мифологию, как создалось, откуда появилось это озеро. Моя любимая история. Была морская нимфа, которая влюбилась в местного рыбака, и она каждый вечер выходила к нему, чтобы вместе проводить время. А потом боги разгневались, потому что такие... Потому что она полюбила смертного. Да, потому что такие союзы, они, видимо, не одобрялись. И они ее уничтожили, что-то в этом духе. Но суть в том, что ее слезы, которые она проливала, превратились вот в это зеленое озеро. Очень поэтично. Ну, я не очень поэтично рассказал. Ну да, там история поэтичная. Интересная легенда, да, вокруг этого ходит. Потом мы были на нескольких вулканических пляжах. Это такие прям черные пляжи с черным песком. Это выглядит очень странно, но они очень красивые. Мы заезжали в несколько. Мы забыли вам рассказать, но у нас сегодня был пикник на закате. Закат был вон там. Вон там были горы, вон там был океан. Мы сейчас вставим какие-нибудь штучки. А мы были вот тут. Да, и потом в конце мы заехали в просто невероятное место. Лос-Чарконус. Вам это ни о чем не говорит, но мы обязательно, конечно же, снова покажем вам здесь видео и фото. Это такие места, в которых собирается океаническая вода, но из-за того, что они разделены камнями с океаном, там нет волн, и вода очень спокойная и чистая, и она просто абсолютно прозрачная, и ты в ней плаваешь, и это, наверное, одно из самых красивых мест, в котором я вообще плавал в целом очень в жизни. Прозрачная вода, теплая. Ну, такая освежающая, но теплая. Да, но в то же время ты смотришь на океан, который бушует, там волны плещутся. Очень интересное ощущение. Туда было очень сложно добираться. Там огромные такие камни вулканические лежат. Это как бы не очень туристическое место, то есть туда нету никакой тропинки. Я бы не сказал, что это не очень туристическое место, там довольно много людей. Нет, в смысле там довольно много людей, там было 20 человек. Ну да 20 но это немного. Это немного, нет. По сравнению, например, с Зеленым островом. Ну да. Туда реально сложнее добраться. К озеру прям типа тропинка идет, и туда автобусы привозят. Здесь такого нету. И там надо прям через эти вулканические булыжники буквально типа пролезать. Довольно страшно. Да. Но мы справились. Блин, это хамон просто невероятно какой-то вкусный. Очень вкусный. И он так недорого стоит. Да. А сейчас мы будем возвращаться в отель, будем чилить. На завтра планы. Я, наверное, съезжу посерфить. У меня чил день. У Маши будет ее любимая активность, это лежать у бассейна. У меня хороший баланс. Мы через день делаем это. Ну так что да, все. На самом деле мы на этот момент еще даже не сняли видео приветственное, но мы сделаем это потом, когда какой-нибудь красивый фон найдем. Все, всем пока. Ну что, всем привет, доброе утро. Сегодня 4-й день, 5-й, если считать первый день. Да, 5-й день нашего отдыха. Сегодня экватор нашего отдыха. Сегодня экватор. Да, но не будем о грустном. Сегодня у нас день активностей. Во-первых, мы едем смотреть. Первое, Сезаро Марканини. Цезаре Манрике.
Цезаро Манрики. В общем, это тот самый супер популярный архитектор и художник, который, в общем-то, и создал облик всего современного острова. И есть здание, построенное, как по описанию написано, прямо внутри вулкана, что бы это ни значило, и его сейчас превратили в музей. И мы едем туда смотреть на него. Это первая половина дня, а во второй половине дня у нас запланирована винная дегустация, где мы будем пробовать много разных местных вин и сыров. И это единственные вина в мире, виноград для которых выращен в вулканической почве. Так что да, день обещает быть хорошим. Будем держать вас в курсе. Репортаж с места событий. Мы находимся в пещере, где живут крабы единственные во всем мире. Все? Все. Они вон там, их не видно, но они маленькие, беленькие, малюсенькие. Они выглядят как пауки, вообще ужас. Смотри, все такое уровневое, с этой стороны, с той стороны, такое спокойное. Всем привет! Мы сейчас находимся в музее вулканов и узнаем больше про вулканы этого острова. Что ты узнала? И в принципе про вулканы. Но здесь был классный автомат, где мы прыгали, и он показывал сейсмическую активность этой комнаты в реальном времени. Вообще много полезной информации. Да. Вон, смотрите, Машунька какую шумиху наводит. И вот навела какую сейсмоактивность. Красиво. Позорилась на всю семью Машунька. Ребята, мы приехали на вайн-тестинг. Нам дали вот такие вот сумочки Сумочки кенгуру. с бокалами. Мы сейчас будем тестить вино, смотрите. Мы с Машунькой сейчас пьем вино под столетним виноградником. Вот он вон там на фоне, смотрите, видите. Ему 100 лет. Или 120, я не помню. Ну, не важно. Давай, Машунька. Мы были на дегустации вина. Там вряд ли кто-то что-то услышит, но... Скажи, что чувствуешь. Я чувствую, какие-то фрукты, белые цветы. Ну, он такой, типа, сладенький. Нет, его нельзя назвать сладким. Понятное дело, что они все сухие, но оно очень такое, когда его пробуешь. Короче, тебе красный больше всех понравилось, да? Нет, мне понравились белые, мне понравились оранжевые.
Ну что, всем привет. Сегодня предпоследний день, и с утра я немножко катался на серфе, а после обеда мы с Машунькой поехали на какой-то очень популярный тут пляж на океане. Этот пляж очень отличается от других пляжей острова. Во-первых, здесь очень мягкий песок, мелкий. Здесь нету волн, здесь нету ветра почти. Здесь очень-очень комфортно купаться. Мы поняли уже ближе к вечеру, что солнце будет заходить прямо с этой стороны. И мы еще ни разу на Лансароте не встречали закат прям так, чтобы солнце садилось в океан. Поэтому мы решили остаться и посмотреть закат. Я, кстати, не сделал никакой интродакшн к моим новым невероятно модным очкам. У тебя в каждом влоге новые модные очки, Зай. Да, Это да. твоя фишка. Это теперь моя фишка, да. Я буду каждый раз какие-нибудь новые интересные очки брать. Смотри, чайка сейчас несет твои шлепки, дорогущие. Блин, это было бы ужасно, Дорогущие Зай. шлепки. Это было Потом бы ищи, свищи. ужасно. Я, кстати, не видел чаек до этого здесь. Мне кажется, это первый чайка, который я здесь увидел. Блин, я тоже точно их видела, я всегда боюсь, что они на меня накакают. Да, Зай, ты счастлив. Сколько раз на тебя какали? Очень много, Ну, больше сколько? обычного. Я не могу Не, вспомнить. что больше Зай. обычного, у меня вообще нет сомнений. Ну вот сколько, как ты Ну, думаешь? я, очевидно, помню 3 раза. 3 раза. Вот за последние какие-то... Не, ну подожди, последние за годы. всю жизнь сколько? Так что, я помню, что ли? То есть ты уже сбилась? Я со сбилась счёта? со счета уже.